Сегодня будем спрашивать карты, как нам поступать, как действовать, если отношения не развиваются, если они как бы зависли. И э, перспективное знакомство закончилось двумя свиданиями или только волнительной перепиской. Распространенная ситуация, достаточно неприятная, но нового знакомства не хочется, потому что голова и сердце заняты. Чего ждать от таких отношений? Ждать ли вообще? Спросим карты. Именно с таким вопросом ко мне обратилась моя знакомая Катя. И рассказала, как 2 месяца назад она познакомилась с Владиславом. И после 4 счастливейших с точки зрения Кати свиданий Владислав пропал. Отчасти это объясняется объективными факторами, потому что Владислав живет за границей. Тем не менее, Катя хочет знать о его намерениях в отношении нее, хочет знать, какое место она занимает в голове и в сердце Владислава. И, безусловно, спрашивает о перспективах на ближайшее будущее для них. Посмотрим, я сделаю традиционный расклад «Мост», который как раз и отвечает на такие вопросы. Первая группа карт – это женщина, в данном случае моя знакомая Катя. Посмотрите, карты говорят о том, что она успела испытать разочарование. Почему? Естественно, от того, что отношения с ее точки зрения не получают продолжения, от того, что ее новый знакомый пропал. Чувства ее такие же. Она не понимает, что происходит. Вот по этой карте идет именно непонимание на событийном уровне. Тем не менее, у нее достаточно последовательная схема есть в голове, как делать, как выходить из ситуации, какие шаги один за другим следует предпринимать для того, чтобы вывести отношения на какой-то уровень. Катя на самом деле была сильно разочарована и обижена таким отношением Владислава к себе. И планировала уже не отвечать на его звонки. Но смотрим дальше. Теперь группа карт про мужчину, про Владислава в данном случае. И здесь мы сразу видим королеву кубков. Она говорит, недвусмысленно говорит эта карта о том, что чувства у Владислава уже зародились. Сильные чувства, эмоции. И он-то практически ощущает уже почти безопасную ситуацию. Он в каком-то смысле даже сделал свой выбор. Он явно влюблен в Катю. Посмотрите. Предложение романтического свойства пока откладывает, но тем не менее оно уже есть в раскладе. Он ощущает, даже не ощущает, а скорее понимает головой всю ценность для него этих отношений. Он понимает, какое сокровище он нашел, понимает о том, что его жизнь на другой, на новый, более качественный уровень может выйти с появлением Кати рядом с ним. То есть вот эта вот карта сокровища, она для него вот такую ценность уже представляет. Тем не менее, сама совершенно об этом не догадывается. И теперь посмотрим его намерение, что он намерен сделать по отношению к ней сейчас. Он намерен преодолеть все препятствия и совершать любые действия для того, чтобы завоевать Катю
тем не менее, уверен, что у него масса конкурентов, потому что это все-таки жезлы, это масть борьбы. Отчасти уверен, что их отношениям что-то угрожает именно конкуренция и... Да, конкуренция. Что он сделает по отношению к ней? Ну, это уже совершенно очевидно. Двойка чаш, становление чувств, хорошее предложение. Посмотрите, карта называется «Любовь» и изображает такую аллегорическую сцену венчания. Легко можно сделать вывод о том, что эта карта обозначает, даже не имея представления о Таро. Да, Владислав сделает Кате предложение. И ближайшее будущее, как их отношения будут развиваться. Вот здесь достаточно критичный момент. Почему? Потому что я вижу самые определенные намерения в отношении Кати у Владислава. То есть он влюблен, он к ней с самыми романтическими предложениями готов выступить, ощущает ее ценность в собственной жизни. А вот в картах Кати я этого не вижу. Я больше вижу у нее сомнения и разочарованность. Поэтому прогноз на ближайшее будущее может быть самым разным. Тем не менее, нет. Карта сила обозначает радость близости. В первую очередь радость физической близости. Счастье от обладания друг другом. Крепкий брак. В буквальном смысле брак, в котором оба партнера стараются друг друга удержать. Ужасно боятся потерять друг друга и вот оберегают всеми силами, совместными усилиями вот это как бы таинство брака, эту связь между ними. Пока мы здесь говорим не про брак, потому что непосредственно карт про свадьбу я не видела, но тем не менее это совершенно устойчивый сложившийся союз. Неужели не будет никаких? Более того, оба, и Катя, и Владислав, вкладываются в отношения, они радостно поливают вот это семейное дерево, и у них идет последовательное развитие отношений. Вот это дерево счастливой, крепкой семьи, которое надолго, оно растет. Безусловно, их связь, брак последующий может быть, это надолго. И более или менее промежуточный итог. Здесь будет карта. Внезапная приостановка из-за каких-то объективных факторов. Что-то заставит, вероятно, на какое-то время их расстаться, но совсем ненадолго. Здесь нет конфликтов, нет какого-то серьезного противостояния. Здесь только события, только обстоятельства. Действительно, нужно будет почему-то отношения, брак, свадьбу, вообще решение об этом немножко притормозить. Я рассказала вам историю 4-летней давности, и финал ее мне давно известен. Катя и Владислав женаты и живут в благополучной европейской стране. У них уже даже ребенок есть.
Вот видите, как важно вовремя узнать намерения и чувства другого человека.